Всех приветствую! Сегодня хочу снять небольшой обзор на второй свой автомобиль. Это Toyota RAV4 последнего поколения. Сделаю небольшое сравнение со своим первым автомобилем. Это Suzuki Grand Vitara. Скажу, что понравилось, что не понравилось. Сами знаете, что самые яркие впечатления от автомобиля — это впечатления, полученные при проезде 1000 километров. На своем автомобиле я проехал уже порядка, наверное, 600 километров, 639, но первое впечатление уже сложилось. Давайте расскажу, что все-таки есть из начинки в этом автомобиле. Все довольно-таки просто, интуитивно понятно. Смотрим на левую панель. У нас расположены стеклоподъемники, блокировка дверей, блокировка стеклоподъемника, регулировка зеркал, корректор фар. Так, далее у нас воздухозаборники. Крайне порадовали, так же как на Suzuki Grand Vitara. То, что они круглые, вертятся, вот как нам необходимо. В принципе, отлично. Единственное, во всем дизайне мне RAV4 что не понравилось, так это вот своеобразная торпеда ломаная. Вот это вот, ну не знаю, на любителя, скажем так. Может, это в стиле хай-тек, сейчас модно так, но мне лично не очень торпеда здесь нравится. Тем не менее, далее на руле у нас имеется регулировка громкости, переключение станций, телефон. Есть штатно в магнитоле Bluetooth, можно подключить телефон, соответственно разговаривать, не используя рук. Это у нас кнопочка настройки радио. Далее идет тоже регулировка, трип-компьютер с рычагами подрулевыми. Все в принципе то же самое, как на любом автомобиле. Свет, поворотник. Здесь у нас включается омыватель стекла переднего, заднего. Далее к чему перейдем, так это штатная магнитола. Если сравнивать с магнитолой, которая стоит в Grand Vitara, тоже штатная. Если честно, мне по звучанию она Grand Vitarovская нравится больше. Здесь при вывороте на максимальную громкость у нас со звуком творится что-то непонятное. Однозначно к ценителям звука рекомендую данную магнитолу допотопную поменять сразу же. Вот попробуем сделать погромче. Вот так у нас звучит, не очень приятно. У нас далее расположены на центральной консоли регулировки подачи воздуха, рециркуляция. Это у нас скорость потока, можно больше-меньше делать, подогрев окна, климат-контроль. Смотрим далее. Очень неудобно расположено под торпедой, вот под этим выступом. Рукой тянуться просто, ну не знаю, на ходу это кошмар какой-то. Здесь у нас расположена кнопочка Eco Mode, экономичный режим. Далее идет спорт режим. Протестировал я два этих режима. В экономичном режиме езды, но машина так себе разгоняется, но неохотно. На спортивном режиме у нас двигатель проявляет агрессивный характер. Едет, конечно, гораздо лучше, чем на экономичном режиме. Но я использую экономичный для езды по городу и экономия топлива. Дальше у нас идут подогрев сидений, попогрей так называемый, обогрев стекла. Далее, что очень приятно, хоть музыка у нас допотопная здесь стоит, но здесь уже есть выход AUX, выход USB. Очень приятно. Далее идет у нас такая вот розеточка 12-вольтовая для подключения регистратора или что там еще хотите. Пепельница магнитная. Для тех, кто курит, наверное, будет полезно. Я в машине не курю, поэтому вещь бесполезна абсолютно. Далее, что говоря о коробке. КПП у нас самая обычная.
паркинг, задний ход, нейтраль. И можно переключить режим полуавтомат, то есть включение пониженная, повышенная передача вручную. Я редко этим пользуюсь, я обычно просто на драйв ставлю. У меня как-то удобнее. Далее у нас идут подстаканники. Подстаканник у нас, я бы сказал, удобный. Вот с такими штучками, с фиксаторами. Можно поставить бутылку, она у нас болтаться не будет. Очень удобно. Далее смотрим бардачок или перчаточник. Перчаточник, ну, средней вместимости. Ну, в принципе, если перевозить особо там, кроме документов, ничего не нужно, сойдет. Далее у нас на той двери идет стеклоподъемники стандартно, воздухозаборник. Ну, собственно, все. Здесь у нас расположен что-то типа бортового компьютера, индикация всех событий. Так, что говорить о удобстве сидений, скажу следующее. Сиденья сделаны по типу такие ковши с боковой поддержкой большой. На Grand Vitara у меня боковая поддержка гораздо меньше. Ну, если честно, мне некомфортно в них сидеть. Не знаю почему, как-то вот поясничной области не очень удобно. Расположение сзади сидений. Ну, давайте заглянем назад, посмотрим, как там. Так, переместились мы на заднее сиденье. В принципе, сидеть, я скажу, мне здесь за собой сидеть удобно. Вот мои коленки, я лежу, можно сказать, не сижу, а на самом деле лежу на задних сиденьях. Здесь расстояние до переднего сиденья, ну меньше, наверное, 10 сантиметров, но для среднестатистического человека вполне это достаточно. Вот, я сижу здесь, мне удобно и комфортно. Сзади мы видим, у нас тут розеточка дополнительная есть для подключения ноутбука или прочего, кто хочет подзарядить в пути. Ну, в общем, сзади как-то вот так. Так, расположились мы в багажное отделение. Багажник у нас отделен от салона вот такой вот шторкой, которая собирается. Здесь у нас имеется сетка, если что-то привязать, очень удобно. Багажник довольно-таки емкий, можно положить что угодно, это несравненно плюс. Далее у нас тут имеется докатка, домкрат, огнетушитель и прочие приблуды. Ну, в целом, как-то вот так, небольшой обзорчик я сделал. Подробные тест-драйвы и прочее очень много в YouTube, можете посмотреть. Но, как я уже сказал, самый ценный опыт, а также первое впечатление, это от проезда первой 1000 километров, когда вот эта вот эйфория владельца нового автомобиля самое яркое впечатление оставляет в памяти. Ну, что сказать, вот такой вот ключ у нас модный, что очень приятно. Так вот работает. Посмотрим, что у нас показывает наша панель бортового компьютера. Здесь все довольно-таки просто, удобно. Настраивается вот этими клавишами. Можно посмотреть пробег, расход, подробную информацию. Вот. Все очень удобно, интуитивно понятно, все по-русски. В общем, мне очень нравится. Давайте посмотрим, как выглядит автомобиль снаружи. Особо что-то показывать нечего. Ну, в общем, давайте посмотрим. Что сказать о колесах? Колеса у нас R17, резина 225 на 65. Вот на таких штатных дисках. Ну, в общем, ничего особенного. Так вот выглядит у нас капотное пространство на автомобиле. Все чисто. Все, в общем, понятно. Минус, конечно, несравнимая, это кочерга. Нет газовых упоров. Но, в общем, в целом вот так. В целом, подытожив
мой небольшой рассказ для будущих владельцев этого автомобиля. Назову, конечно, больше положительных эмоций, чем отрицательных от данного автомобиля. Скажу из минусов, что мне не понравилось, но эти минусы для кого-то несущественные. Но тем не менее, что мне в этой машине не понравилось, это, конечно, вот эта вот непонятная космическая консоль, торпеда так называемая. Скажу на любителя. Вот, лично мне она не понравилась. Наверное, это самый большой для меня минус. Ну, может, для кого-то это наоборот и плюс. Что мне в этой машине очень понравилось, как она идет. Идет она отлично на спорт режиме. Кто любит погонять, это просто сказка. Конечно, я сравниваю с Suzuki Grand Vitara. В сравнении с чем у каждого свои какие-то эмоции будут. В общем, ход у машины отличный. Едет она для своего мотора очень даже хорошо. Звука двигателя практически не слышно. Вот шумоизоляции здесь, конечно, японцы, наверное, сэкономили. Мне что не понравилось, шум от пятой двери на скорости 160 километров, но это просто невозможно. Возможно, придется машину шумить. Но время покажет, посмотрим. Что мне в ней очень понравилось, так это подвеска. Подвеска это вообще что-то отдельное. Машина идет плавно, неровности проходят просто на ура. Вот. В общем, сравнивая с Suzuki Grand Vitara, которая очень жестко в этом плане, где пластик играет и прочее, скажу, что здесь просто идеальная тишина, за исключением вот звука от пятой двери. Но опять же, кто не гоняет, ездит в спокойном режиме по городу, для него это не ощутится. Ну, в принципе, все. Вот что первое впечатление. Какие-то подробные впечатления, я думаю, появятся гораздо позже, когда поезжу на этой машине, может быть, полгода. Вот, что-то вылезет, что-то не вылезет. Но в целом скажу, что автомобиль очень хорош для своей стоимости. Очень рекомендую. И что, ребята, покупайте, кому понравилось. В общем,